Поскольку заготовка у меня прямоугольной формы, то она вращается как пропеллер. Можете получить пропеллером по пальцам. Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. С шестиклассниками мы продолжаем изучать токарный станок для обработки древесины. Сегодня наша задача вытащить лопатку для переворачивания блинов или картофеля. Примерно вот такую. А сейчас я покажу, как эту лопатку изготовить. Итак, начинаем. Я буду использовать заготовку из ясеня. Особенность изготовления лопатки заключается в том, что заготовка в данном случае имеет не цилиндрическую форму, а она прямоугольная. Поэтому во время работы у вас будет вращаться такой своеобразный пропеллер, и работать нужно очень аккуратно. Для изготовления лопатки необходимо выточить ручку, а все остальное убирается либо при помощи ручного рубанка, либо при помощи циркулярной пилы или пилы ленточной. Вот сейчас на токарном станке я сделаю ручку. Поскольку заготовка у меня прямоугольной формы, то я сделал разметку вот таким вот образом, для того, чтобы мне можно было поставить центр передней бабки более оптимально. Запиливание я сделал на глубину около 2 мм. И сейчас вот по центру я сделаю шилом отверстие, для того, чтобы у меня более плотно зашел центр. Вот так. Ну, а заднюю бабку я установлю очень просто. Я сделаю разметку по диагонали. Ну и просто наколю шилом отверстие. Я устанавливаю заготовку в центрах, закручиваю маховик и надежно ее фиксирую. Проверяю обязательно, все ли у меня хорошо. После этого закрепляю винт пинолей. Я устанавливаю подручник чуть выше, чем ось вращения заготовки. Делаю несколько проворотов, чтобы не было ударов заготовки о подручник. И помечаю место, где у меня будет начинаться лопатка. Вот примерно, наверное, здесь. А это все будет ручка. Я надеваю защитные очки и делаю первый пробный пуск. Поскольку заготовка прямоугольная, то она вращается как пропеллер. Нужно быть в работе очень аккуратным, чтобы не получить этим пропеллером себе по пальцам. Обтачивание начинаю при помощи большого реера. И вот здесь есть одна тонкость. Во время работы реер должен двигаться вот в этом направлении. Если вы будете работать вот так вот сюда, то на выходе реера будет скалывание древесины вот в этом месте, и это приведет к браку. Поэтому работаю только в этом направлении. Ну что же, я думаю, что надо начинать. Работать надо очень аккуратно. Если вы будете сильно давить на резец, то заготовка у вас просто-напросто вылетит из центров. По мере стачивания я пододвигаю поближе подручник. Вот так дело продвигается. В воздухе стоит незабываемый запах ясеня. Ясень пахнет кожаным ремнем. И это словами не передать. Обратите внимание, что вот эта часть, по идее, должна быть у лопатки самой тонкой, поэтому очень важно вот такими вот движениями реера здесь сделать выборку, чтобы вот эти выступы получились аккуратные и ровные. Вот такая лопатка у меня получается. И сейчас, я думаю, при помощи отрезного резца надо очертить правую границу этой лопатки. Ну вот так выглядит эта граница. Но все равно ручка еще весьма толстая, и я думаю, что можно ее сделать потоньше. Я, пожалуй, даже немножечко еще пройдусь при помощи мейселя. Конечно, Меселем я буду
шагать вот только до этого места, потому что тут опасно. Ну, попробую. Самое время вот здесь вот сделать аккуратный загиб, ну или какую-нибудь можно футуристическую шишечку. Ну, как вы видите, сделал я это носиком у большого меселя. Ну а сейчас сделаю саму шишечку, в другую сторону буду загибать. Самое время пройтись шлифовальной шкуркой. Стою вот таким образом. Так стоять не надо, потому что можете получить пропеллером по пальцам, либо влететь в шпиндель. Я даже могу сейчас отполировать ручку при помощи простой деревянной палочки. Появился блеск. Ручка у лопатки готова. Ее можно снимать. Вот такая вот ручка у меня получилась. Остаток я сейчас просто спилю ножовкой. Ну а теперь самое время сделать разметку для окончательного спиливания. Ну, вот так выглядит лопатка после опиливания. Конечно, операцию опиливания я буду производить сам. Окончательную доводку лопатки я выполню при помощи обычного ручного рубанка. Но для того, чтобы ее закрепить в тисках, мне потребуются вот эти вот клинья, которые остались от спиливания. Ну и точно так же я сделаю с другой стороны. При необходимости можно, конечно, выровнять кромки. Лезвие я сейчас обработаю при помощи шлифовальной шкурки на платформе. Итак, лопатка для переворачивания блинов или картофеля готова. Готовое изделие я покрою льняным маслом. Итак, уважаемые зрители, вот такое изделие у меня в итоге получилось. Надеюсь, что мои ученики сумеют сделать ничуть не хуже. Жду ваши отзывы, комментарии, заходите, подписывайтесь, конечно. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам самого доброго. Пока.